форум называется правозащитным. Сейчас, к сожалению, слово «защита прав человека» и сам термин «правозащитный» вызывает у многих вопросы, потому что ассоциируется он исключительно с какими-то деятелями, которые занимаются, ну, я не знаю, такой достаточно часто там и странной деятельностью, которые защищают вроде бы какие-то совсем не те права, и которые больше связаны с разными зарубежными доброхотами, требующими, чтобы перестроить Россию по американским или каким-либо другим стандартам. Но вообще-то слово «защита прав человека» — это замечательное слово. И очень жаль, что это слово используется часто не по назначению, и что мы отдали это слово кому-то другому. И также, собственно, согласились с его неправильным использованием. Потому что очень большую категорию тех людей, которые называют себя правозащитниками, мы называем сектозащитники. И есть целый ряд сектозащитных организаций, которые называют себя правозащитными. И часто я задавал им вопрос, а как насчет защиты прав жертв сектантства? Занимаетесь ли вы защитой прав вот этих вот конкретных людей, которые пострадали от сект? И тут всегда начинали разводить руками, говорят, да нет, мы так мыслим глобально, у нас планы глобальные, у нас вот все так вот, какая-то там отдельная судьба какого-то отдельного человека, это нас не касается, но на самом деле самое главное — это отдельная судьба отдельного человека. И если бы не было этого человека и не было бы его судьбы, то, собственно, и не очень нам было бы говорить. Знаете, как это, точно так же, как часто задают вопрос, журналисты всегда любят такой вопрос задавать, когда берут интервью про секты, какая секта самая опасная? И ответ на это один. Самая опасная секта — это та, в которую попали близкие вам люди. Эта и секта стала для человека самой опасной. И было бы очень странно, как если бы к нам часто обращаются люди, родственники которых попали в какую-то даже очень маленькую секту, про которую и услышать невозможно. Нужно долго искать, или она только что появилась, и даже еще в интернете она не появилась вокруг того или иного лидера. Там собралось, там, может быть, 5-6 человек, или там, 20 человек. И сказать этим людям, что, знаете, эта секта не опасная вообще-то, потому что вероятность того, что кто-то другой туда попадет, крайне мала. Поэтому это было бы очень глупый ответ, потому что именно у этих людей в эту секту попали близкие им люди, и для них она и стала самой опасной. И опять же, это вот то главное, ради чего мы собрались. Потому что есть неотъемлемые права человека. Право человека на получение полной информации, на свободное получение полной информации. Это то право, которое в сектах нарушается, и нарушается самым грубейшим и постыднейшим образом. Опять же, та самая аксиома, что в секту не приходят. В секту приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Если человек знал бы то, что его ожидает в секте, если бы он знал бы те требования, которые к нему будут предъявляться, если он знал, во что его на самом деле заставят верить, если бы он знал, во что превратится его жизнь, мало кто когда-нибудь согласился бы пойти в секту. Поэтому одна из целей и задач нашего форума — это помочь тем людям, которые делаются жертвами сектантского обмана, помочь им распознавать этот обман, знать, что это такое, и уметь быть от него защищенным, и уметь на него ответить, уметь предостеречь других людей. И, конечно, также права нарушаются тех людей, которые уже попали в секту, потому что для секты человек — это не более чем материал для достижения своих целей. Многие люди, которые были в секте долгие годы, потом вышли оттуда, они говорят о том, что я ощущаю, что в течение вот этих вот долгих лет меня постоянно насиловали. Они чувствуют себя опустошенными, они чувствуют себя раздавленными, когда понимают всю эту чудовищную ложь, которой они посвятили долгие годы своей жизни, и которая вылилась в никуда, которая фактически, то есть они раздавлены благодаря их труду, их труд добавляется к процветанию секты. Они также вспоминают о том, как многих людей других они обманули и привели в секту, и чувствуют тяжелый груз вины за это, и так далее. И, конечно, вот нужно, и опять же, мы будем стараться за это время немножко понять, как работают механизмы контроля сознания в сектах,
что это такое, насколько меняется личность человека, насколько меняется психика человека, и стараться, что мы можем сделать для того, чтобы помочь жертвам сектантства. И третье, конечно, это тоже третий аспект правозащитной деятельности. Это помощь тем людям, которые уже вышли из секты, о чем я только что упомянул, потому что выходят люди из секты часто в очень тяжелом состоянии, требуется достаточно долгая реабилитация для того, чтобы они могли бы вернуться к нормальной жизни, чтобы они могли бы ресоциализироваться в общество. И об этом тоже на наших семинарах и мастер-классах мы будем говорить. Будем говорить о том, как те, кто занимается журналистикой, как правильно выстроить противосектантскую кампанию в прессе, в средствах массовой информации, как искать информацию о сектах, как ее собирать, как действовать против сект в интернете. Это тоже вот очень важный аспект, потому что часто говоришь с людьми, и складывается такое впечатление у очень многих людей, что сейчас по сравнению с 90-ми, с лихими 90-ми, как их называют, положение изменилось. В 90-е действительно невозможно было выйти на улицу и не пройти, чтобы не столкнуться с сектантскими вербовщиками, которые затаскивали тебя то в ту, то в другую секту. Сейчас действительно такого количества сектантских вербовщиков на улице нет. Действительно с ними не встречаешься. И люди, которые так непосредственно не сталкивались с этим, считают, что все нормально. Вроде бы, значит, все-таки какие-то изменения в лучшую сторону есть, сектантов на улице меньше, значит и опасность меньше. Но сектанты перешли в интернет. То есть уличный этап вербовки для большинства из них завершился. Теперь работа через интернет, работа через высокие технологии, через социальные сети. И поэтому, конечно, сейчас в правозащитной противосектантской деятельности очень важно знание высоких технологий, умение работы с интернетом, умение распознавать сектантские сайты, умение распознавать сектантских вербовщиков, которые работают под самыми разными обличиями, и опять же предупреждать других людей. Потому что чем дальше, тем больше мы сталкиваемся с потоком пострадавших, чьи родные и близкие попали в секты именно через интернет-вербовку. Вот говорят о том, что педофилы работают в интернете и разыскивают своих жертв через интернет, сектанты точно так же работают в интернете, также под прикрытием и также повлекают других людей. Про это тоже будет идти речь у нас на мастер-классах, на семинарах, и вы это услышите. Но я думаю, что наша встреча, она может быть началом чего-то действительно очень и очень нового. Когда дискутируешь с сектантами, то, чем наш центр вот уже 20 лет занимается, и я даже немножко дольше, наверное, 21 год уже занимаюсь сектами, то все время, или с этими вот фальшивыми правозащитниками, так называемыми, сектозащитниками, все время они представляют такое, что вот есть, дескать, несчастные новые религиозные движения, которые очень хорошие, достойные, и вот их преследуют, их прессуют и так далее. И есть страшное и ужасное антикультовое движение. И вот это вот антикультовое движение с разными центрами в разных странах, которые засылают своих эмиссаров, там, и у них там свои пыточные подвалы, я не знаю, что там у них только нет, этого антикультового движения. И вот они борцы против свободы совести, борцы против религии, борцы против прав человека и так далее. Всякий раз приходилось объяснять, что антикультовое движение это фикция. Это жупел, который придумали сами сектанты, чтобы пугать других людей. На самом деле борцов против сект очень мало, они распространены, так сказать, по поверхности нашей страны, так очень-очень такой тонкий слой, и далеко даже не все регионы затронуты, людей очень мало, каждый работает на пределе своих сил. Ну и в общем это даже никакое не движение, а так, одиночки, или одинокие волки, которые каждый там держит свой фронт и пытается у себя что-то сделать. И всегда тогда задают вопрос, а как же вам что-то удается? Ну, потому что вот с нами правда, и правда не может быть посрамлена, и поэтому как-то вот с Божьей помощью и общими молитвами что-то получается. Но, наверное, может быть, уже пора подумать о том, что, коль скоро придумали
это антисектантское движение, антикультурное движение, то пора его и начинать. Все-таки хватит время таких вот бойцов-одиночек, наверное, тоже должно подойти к концу. И это должен быть общий фронт, который выдвигает гражданское общество. Потому что без помощи гражданского общества ничего сделать невозможно. Это активисты, которые должны действительно делать то, что они могут, должны образовывать людей. Часто мне задавали вопрос, что вот в разных аудиториях я выступаю, когда рассказываю о сектах и о всех этих проблемах, говорят, куда государство смотрит, а что государство делает? Знаете, я однажды даже выступал в налоговой службе. Сидели все люди с погонами, меня слушали очень внимательно. Вот. А потом все стали меня спрашивать, а что же государство? Что же государство? Я говорю, простите, а вы кто? Вот все сидят с погонами, все госслужащие. Но действительно государство мало что может сделать, государство обязано действовать по закону. И это аксиома. Государство мало что может сделать, если нет фактуры. Потому что вот люди жалуются на секту, но что предъявите, и на наших юридических мастер-классах вам это объясняют, что предъявите, иной раз вот фактически предъявить ничего и нечего, потому что нет фактуры об их нарушениях. Спрашиваешь, люди очень много рассказывают. Начинаешь им говорить, а вы подаете заявление, а зачем подавать, а все равно никто не поймет, а все равно никто не примет и так далее. Даже вот стандартная ситуация, которая нам звонят постоянно, и, например, вот с такой историей, что в школе моего сына одна учительница-сектантка. Она на уроках раздает сектантскую литературу, приглашает детей в секту. Что мы можем сделать? Мы говорим, вы знаете, вы должны написать заявление в управление образованием. Если вы не знаете, как писать заявление, мы вам подскажем, как написать, дадим форму необходимую, вы напишите и отнесите и подайте. И тогда дальше проследим, какая будет реакция, но это, в общем, должно сработать. Они говорят, спасибо за совет, хорошо, а вы можете написать это заявление вместо нас? Мы говорим, нет, мы не можем, потому что мы к вашей школе не имеем никакого отношения. Вы свидетели, и вы должны написать о том, что вы видели, о том, что реально происходит в этом классе. Они говорят, да вы понимаете, нам как неудобно писать, потому что нам же в этой школе еще учиться, мы еще только пока в 6 классе, еще сколько лет, а там завуч обидится, еще что-то. Ну и тогда вопрос, вот выбирайте, что вам важнее, отношения с завучем или, собственно, вероятность того, что кто-то из ваш ребенок или ребенок ваших друзей попадет в секту. И вот тут людям нужно объяснить, если это действительно изменится, если люди поймут, что что-то можно сделать, если люди поймут, что они будут услышаны, их заявления будут рассмотрены, то тогда и ситуация изменится, потому что с этими заявлениями, с этой фактурой государство сможет уже что-то сделать, местные власти смогут уже сделать против сект, а если они не будут этого делать, то тогда есть возможности принудить их к тому, чтобы они это делали. Законные возможности. Поэтому чем больше будет таких активистов, я просто часто устаю. Я иду по улицам, вижу там свидетелей Иеговы или сайентологов или кришнаитов, начинаю что-то говорить, и они говорят, да, в общем, мы знаем, этот Дворкин, там, он фанатик, там, отстаньте. И получается, что там на всю Москву один Дворкин или там еще 3-4 человека, которым не безразлично, что происходит на улицах нашего города. И, собственно, любого города, в котором мы живем. Чем больше нас будет, чем больше мы сможем противопоставить. А если будем оформлять материалы по кришнаитам, и в конце концов, если даже будут только немножко штрафовать за нарушение, за то нарушение, за торговлю без кассового чека и все так далее, но тогда просто им станет невыгодно ходить по улице. И тогда они с улиц исчезнут. Если сайентологические пикеты мы будем предупреждать людей о том, что это сайентологи, потому что сайентологи часто маскируются и выступают под названием каких-то других организаций, которых людей не знают. Какой-то там фонд «Дорога к счастью». Большая часть людей не знает, что это та же самая сайентология. Если предупреждать, люди, когда слышат слово сайентология, уже у них есть соответствующая реакция. Слава Богу, они понимают, насколько это страшно, насколько это опасно. Будем предупреждать. Потратим свои 5-10 минут времени, посмотрим, можно ли что-то еще предъявить. Опять же, все в рамках закона. То опять же и сайентологи исчезнут с наших улиц и так далее и тому подобное. Поэтому я очень надеюсь, что
что наш форум станет действительно новым началом того, что одно из тех усилий, которое постепенно сможет преобразить нашу страну и сделать ее гораздо более безопасной для наших сограждан, которые тут живут. Безопасной, потому что немножко заградит те возможности сект, которыми они пользуются для того, чтобы вовлекать людей. Итак, я еще раз всех приветствую с начала нашей работы и надеюсь, что эти 3 дня пройдут интересно, весело и успешно. Спасибо. Good afternoon, everyone. Добрый вечер всем. And I would first of all Добрый день. like to thank Father Alexis, Хочу в первую очередь поблагодарить отца Алексея, who invited me here, который меня сюда пригласил, and of course Dr. Dvorkin, и Александра Горкина, who has been my friend and colleague and supporter now for 16 years. который уже 16 лет мой друг и коллега и поддерживает меня. And Father Oleg, I know he's out here somewhere. И отца Олега, я знаю, он где-то там есть, вот он, Благочинного. I was in Podolsk 2 years ago. Я был в Подольске 2 года назад. And I blurted out a promise that I would be back. И я дал обещание, что я вернусь. And I really at the time had no way of knowing if that would be true or not. Когда 2 года назад я даже не мог ничего сказать, не знал, когда-нибудь исполнится мое обещание или нет. But indeed it is true, and it's a great honor and privilege to be here again. Но все-таки это оказалось правдой, для меня это великая честь и привилегия вернуться сюда. I bring everyone greetings from Chilliwack, British Columbia, Canada. Я всех приветствую, привет из маленького городка Чиллуака, Британской Колумбии, в Канаде. And from the Dialogue Center International. Из международной организации, которая называется Диалог Центр. And I want to thank each one of you for having an interest in this cult issue. И я хочу каждого из вас поблагодарить за тот интерес, который вы проявляете к проблеме тоталитарных сект. It's extremely encouraging to see so many young people, young faces. Очень вдохновляет видеть такое количество молодежи, молодых лиц. Which isn't hard for me to see because I probably am the oldest person here. Для меня несложно видеть, потому что я, наверное, тут самый старый человек среди всех присутствующих. This conference is on the 20th anniversary of Dr. Dvorkin's organization, the St. Irenaeus Information and Consultation Center. Эта организация проходит 20-летнюю годовщину, 20-летний юбилей Центра юридического исследования во имя священномученика Иринея Леонского. And for me, it's almost 32 years that I've been engaged in the battle with the Scientologists. И для меня это уже почти 32 года, которые я вовлечен в борьбу против саентологии. I have here a number of my business cards, and I'll just pass this little box of business cards around. I don't know that there's one for everyone, but you all know how to share. У меня есть какое-то количество карточек, которые я передам. Боюсь, на всех не хватит, но, наверное, все знают, как делиться. And it's got my websites and email address. Там есть мой сайт, как найти, и мой адрес электронной почты. And my home address, etc. So И даже мой домашний адрес, поэтому somebody can. можно передам. Yeah, please just
pass them around. This is as good a time as any. Some of you are already involved as full-time anti-cult specialists. А некоторые из вас уже постоянно работают как профессионально в противосектантской деятельности. And some of you doubtlessly work part-time or in other capacities in the anti-cult field. И некоторые из вас хотя бы так часть своего времени посвящают противосектантской работе. And I salute you for that, and I encourage all of you to become involved. Я всех приветствую и каждого из вас приглашаю, чтобы вы по-прежнему продолжали деятельность и трудились в ней. Obviously, it's a career which you're not going to be rewarded with a lot of money. Очевидно, что это не та карьера, в которой вы сможете получать большие денежные вознаграждения. You probably will be rewarded with a lot of curses. И очень вероятно, что вознаграждение ваше будет очень много плохих слов ваш адрес. If you go up against the Scientologists, they will target you and subject you to what they call fair game. А если вы что-то будете делать против саентологии, вы станете их мишенью, и вы будете подвергнуты их практике, которая называется честная игра. And they have a policy called black propaganda, which is designed to destroy the reputation, destroy the credibility, destroy the relationships. У них есть такая практика, которую называют черной пропагандой, которая направлена на то, чтобы уничтожить репутацию, доверие к человеку, уничтожить отношения человека с другими людьми. I have been the target of this black propaganda as 32 years. Я был мишенью этой черной пропаганды в течение 32 лет. And the black propaganda that I have seen and read about Dr. Dvorkin is enormous. It's just as disgusting as the black propaganda against me. И ту черную пропаганду, которую я читал о докторе Дворкине, очень большое количество, и она так же отвратительна, как то, что я читал, они пишут против меня. But it's also somewhat biblical, because we are warned in the Bible that people will revile you. You will be cursed. Но, тем не менее, мы знаем, что в Библии говорится, что вы будете подвергаться гонениям, и люди будут говорить о вас недобрые слова. And as much as I encourage all of you to continue, that is what will happen at this time. Но это при том, что я все-таки всех призываю не оставлять этой деятельности, но все-таки вот эта вот черная пропаганда, несомненно, вы с ней столкнетесь. And as terrible as it is, it's also good for the soul. Ну и как ужасно не было, но так это все-таки по душе полезно. I'll talk a little bit about my history in Scientology. Я немножко расскажу свою историю в саентологии. I know that a number of you have heard it all before. Yes, I know that number of you what? I've heard it all before. Я знаю, что некоторые из вас это раньше слышали. But it may be new to some of you, so I'll Может just быть, tell you. для некоторых из вас, возможно, это все-таки вы ее не знаете. So I got into Scientology in 1969 when I was 22. Я попал в саентологию в 1969 году, когда мне было 22 года. That's a time in one's life when everyone is vulnerable to the cults. Это как раз возрастная группа риска, когда люди наиболее подвергаются сектантской пропаганде. And I was drawn into Scientology with the same promises that they make today. И я попал в саентологию, меня вовлекли туда теми же обещаниями, которые они и сегодня делают. That through their psychotherapy that they call auditing,
you will raise your IQ 1 point per hour. И, например, то, что через их саентологическую психотерапию, которую они, в кавычках психотерапию, которую они называют коучингом, ваше IQ, то есть уровень, коэффициент умственного развития, за каждый час коучинга будет повышаться на целый пункт. And I know you will laugh at me, but I have had over 1,000 hours of Scientology auditing. Я знаю, вы можете посмеяться, потому что я прошел более 1000 часов саентологического аудитинга. And I stand before you just as stupid as I was when I got in. И я стою перед вами настолько же тупой, каким я был, когда я туда попал. See, I knew you would laugh. Я знаю, что вы посмеетесь. Scientology promises that you will obtain superhuman powers. Саентология обещает, что вы сможете достичь сверхчеловеческих возможностей. That you will be able to leave your body and go to other places, other planets, with full perception. И что вы сможете по желанию выходить из своего тела, сохраняя полное сознание, и путешествовать в самые разные места, в том числе на другие планеты. The founder of Scientology, Hubbard, promised that you would be at cause over matter, energy, space and time. Хаббард обещал, что основатель саентологии Хаббард обещал, что вы будете полностью контролировать материю, пространство и время. So that you would be able to move objects with your mind. То есть, например, вы как раз просто усилием мысли можете двигать предметы. And of course you can't. Конечно, нет. Конечно, никто этого не может. The Scientologists promise essentially that these powers will be superhuman. Hubbard says he is making gods. Саентология обещала, что это будут сверхчеловеческие возможности, которые вы получите. И Хаббард даже говорил, что он творит богов. And Hubbard also promises, and Scientology promises, that they will make you a better person. Хаббард также обещает, соответственно, саентология обещает, что они вас сделают намного лучшим человеком. So that you will not be an evil genius, but a wonderful, beneficent, good genius. Так что вы не станете каким-то злым гением, наоборот, вы станете великим, замечательным, доброжелательным и добрым гением. And they promise that you will be part of the most ethical organization in the world. И обещаю также, что вы пойдете в самую нравственную организацию в мире. You will be contributing to what is mankind's only hope. А вы будете работать на то, что является единственной надеждой всего человечества. And all of these things are false. И, естественно, все это ложь. The fact is that Scientology destroys the character. На самом деле саентология уничтожает человеческую личность. It willfully removes the human conscience. Она вполне сознательно убивает совесть, человеческую совесть. The conscience is quite clearly a most precious gift from God. Вообще-то совесть — это самый драгоценный дар Божий в человеке. That guides us towards truth, that guides us in good, ethical, caring, compassionate behavior. Именно совесть ведет нас к истине и понуждает нас вести себя нравственно и сострадательно. But Scientology strips that from you. Но саентология уничтожает это в вас. And Scientology is not the most ethical organization in the world or an ethical organization. It is extremely unethical. Саентология не то, что даже, понятно, не самая нравственная организация в мире, и даже вообще не нравственная организация, это в крайней степени антинравственная, безнравственная организация. Even according to the laws of the United States, Scientology, and that is where Scientology is headquartered and where it gets its power,
Даже согласно законам Соединенных Штатов, в Соединенных Штатах там находится штаб-квартира сайентологии, и где, собственно, откуда она черпает свою силу. It constitutes a criminal conspiracy against human rights. Даже по этим законам сайентология является криминальным заговором против прав человека. I was inside for 12 and a half years Я был в секте 12,5 лет. and worked many of those years with the founder Hubbard. И многие из этих лет я работал вместе непосредственно с основателем секты, с Хаббардом. I was on board a ship with Hubbard in what is known as the Sea Organization. Я был на борту судна, корабля, на котором жил Хаббард, и я был членом так называемой морской организации. And Внутренней элиты сайентологии. members of the Sea Organization are the most dedicated, hardcore Scientologists, and they sign a contract of 1 billion years. Члены морской организации это самые посвященные, самые преданные организации люди, и они подписывают контракт с организацией о преступлении морской организации на 1 миллиард лет. And on board the ship, I was at different times the legal officer, public relations officer, and the intelligence officer. На борту судна в разное время я занимал должности сотрудника юридического отдела, потом отдела по пиару и разведки. In reality, Scientology in its totality is an intelligence organization masquerading as religion. На самом же деле сайентология, если так глядеть правде в глаза, это разведорганизация, которая прикрывается религиозным статусом. So it derives its power from its great wealth and from its intelligence operations. Так что вся область сайентологии лежит в ее очень больших деньгах, которые есть в секте, и также из ее разведдеятельности. And in my final 2 years inside the organization, I had the job of doing the research for Hubbard's biography. Последние 2 года внутри секты у меня было специальное задание – это проводить расследование для того, чтобы была написана самая подробная биография Хаббарда, собирать материалы для этой биографии. And in the course of doing the research and assembling an archive and studying Hubbard's personal documents, I determined and documented that the man was a pathological liar. И расследуя все эти документы, собирая архив и систематизируя ее, и этот архив я в течение этих 2 лет понял, что Хаббард является патологическим лжецом. The claims that he made about himself and Scientology continues to make about him are false. Все, что он утверждал относительно себя, и то, что сайентология по-прежнему утверждает, это все абсолютная ложь. And these are the claims that the organization uses to bring people in and to keep them in. А это, между прочим, то, что сайентология утверждает, для того, чтобы все вот это ложь Хаббарда, для того, чтобы людей затащить в секту и удержать внутри секты. He claimed to be a nuclear physicist. Хаббард утверждал, например, что он по образованию ядерный физик. In truth, he attended 2 years of university, flunked out of that second year, and took 1 course in nuclear phenomena, in which he got an F. На самом деле он даже не закончил 2 лет в университете, провалил экзамен и был выгнан. Что касается ядерной физики, он 1 годный курс записался на него, но на экзамене получил 2, и на этом все закончилось. He claimed to be a civil engineer. He never was. Он утверждал, что он инженер-строитель, это он никогда не был инженером-строителем. He claimed to be a mathematician. He wasn't. Утверждал, что он математик, он не был математиком. He lied about his own family.
Он лгал относительно собственной семьи. He lied about the so-called explorations that he made. Он лгал относительно тех исследований и открытий, которые он якобы сделал. He lied about his military service, and he lied about the number of medals that he was awarded. Он лгал относительно своей службы, военной службы и относительно тех наград, которые он якобы получил. He claimed variously to have received 27 or 29 medals in his service in the United States Navy. Да, он, например, утверждал, что он получил то ли 29, то ли 27, в зависимости от настроения, он говорил о медали орденов во время службы в американском военно-морском флоте. Including 2 Purple Hearts for twice being wounded in action. В том числе и 2 пурпурных сердца, это такая награда, которую получают офицеры за ранение в бою. In truth, he received 4 standard service medals. He was never wounded. А на самом деле он получил только 4 рядовых медали за выслугу лет и ни разу не был ранен. He claimed to have healed from being crippled and blinded with his own mental science. Он утверждал, что он сам себя излечил, что он был списан на берег, искалеченный и ослепленный от всех ранений, и что он при помощи своей собственной методики себя полностью излечил. He was never crippled, never blinded, never cured himself. Но он не был не искалечен, не был не ослеплен и, соответственно, и себя никак не излечил. And all of these lies put together were what finally brought me to be able to see that he was a fraud, and more importantly, Scientology is a fraud. Ну и когда я со всем этим столкнулся, со всей этой ложью, то это неизбежно я пришел к выводу, что и Хаббард был лжецом, и что главное, что вся саентология является одной большой ложью. A lot of people in Scientology know that this is true. They know that Scientology is a fraud, and they know that Hubbard lied. Многие люди внутри саентологии знают, что это правда, что саентология это ложь, и что Хаббард тоже лгал. But at the top of the organization, the leaders are extremely cynical. Наверху организации лидеры, они чрезвычайно циничны. They themselves lie, and they get their power from lying. Они лгут постоянно, и, собственно, их сила и власть, она основана на лжи. Additionally, there are people who are held inside the organization because it possesses their most intimate secrets. Также есть очень многие люди, которые остаются в организации, потому что организация знает самые их такие большие тайны, самые интимные моменты их жизни. So during the processing or auditing their brand of psychotherapy, a person divulges all their most intimate thoughts. Во время вот этого самого аудитинга, который уже упоминался, из человека вытягивают самые его сокровенные мысли. They divulge anything embarrassing in their life or anything criminal they've done. Они объявляют все, что было, чего они стесняются в жизни, все, что, возможно, правонарушения, которые у них были. Anything for which they could be prosecuted. Что-нибудь, за что их можно привлечь к ответственности. They divulge their whole sexual history and all of their thoughts, their sexual thoughts, or any thoughts, any critical thoughts that they've ever had. Из них вытягивают и всю сексуальную историю, и даже любые мысли и помыслы, которые у них есть, все, что требует, чтобы абсолютно все рассказали. All of this information is recorded by Scientology, and it is given to Scientology's Intelligence Bureau and its enforcement personnel. И все, что человек говорит, все это фиксируется, записывается на аудио, на видео и передается в саентологическое разведбюро. It is used to control people, to blackmail them, to
to extort money from them. Это используется для того, чтобы контролировать людей, для того, чтобы шантажировать и выжимать из них деньги. So people often ask, why doesn't Tom Cruise, why doesn't John Travolta leave? Например, люди часто спрашивают, почему же Том Круз или Джон Траволта, почему они не уйдут из секты? And this largely explains why. И Scientology has their secrets. И то, что я сказал, во многом объясняет, почему. Потому что саентология знает их самые тайные секреты. So, when it became clear to me, Hubbard had lied, Scientology didn't work, that it was a fraud, and that it was involved in criminal activity, I made the decision to leave. И когда для меня стало ясно, что Хаббард лгал, что саентология — это фальшивка, и что тогда, собственно, что мне обо всем лгали, тогда я понял, что необходимо мне бежать из секты. And I had to escape with my wife at the time. И я должен был оттуда бежать тогда с женой. If I had not escaped but told them that I wanted to leave, I would have been locked up. Если бы я сказал бы, не бежал бы, а сказал бы, что я просто хочу уйти, то меня бы заперли бы, конечно, посадили под замок. And Scientology has a policy and practice of locking up anyone who would be in my position who wanted to leave. Саентология, то есть четко прописанная процедура, что человек, который обладает определенной информацией, если он хочет уйти, его необходимо тут же посадить под замок, ему нельзя позволять уйти. And because of what I knew and my mental state at the time, I believe they would have killed me. И поскольку из-за того, что я знал тогда, и из моего тогдашнего психического состояния, я уверен, что просто живым я оттуда не ушел бы. And even after leaving, they sent intelligence personnel and real thugs after me. Когда все-таки мне удалось сбежать, то за мной тут же послали разведку и громил, настоящих громил. And I've been physically assaulted 6 times. 6 раз я подвергался физическим нападениям. Sued 6 times. 6 судебных процессов пережил. They've tried to have me prosecuted on false criminal charges. И специально создали лжедоказательства моих якобы преступлений и пытались привлечь меня к уголовной ответственности с их лжедоказательствами. And in the U.S., all the way up to the FBI. И в Соединенных Штатах, в том числе там и ФБР. And even here in Russia, in Ekaterinburg. Да и даже тут в Екатеринбурге они тоже пытались, когда я был несколько лет назад в Екатеринбурге, тоже пытались создать уголовное дело для моего визита. So they've alienated friends and associates. Очень многих людей они сделали так, что люди со мной порвали. They've made it very dangerous to be around me. Просто это стало, многие люди решили, что это слишком опасно со мной общаться. And they drove me from my home in the United States back to Canada. Они выжили меня из моего дома в Соединенных Штатах, я должен был бежать в Канаду. Drove me into bankruptcy. Меня довели до банкротства. And they have published and distributed a mass of black propaganda about me around the world. И они опубликовали и распространили просто целую гору черной пропаганды про меня по всему миру. And again, including here in Russia, they have sent black propaganda on me to the Ministry of Foreign Affairs, and even to the FSB. И тут и в России они послали черную пропаганду относительно меня и в Министерство иностранных дел, и в ФСБ, и куда только не посылали. But fortunately, the government, to my knowledge, knows about Scientology, knows black propaganda when it sees it, and has not acted against me in any way. Но, к счастью, русское правительство знает, что такое саентология, знает, как реагировать на черную пропаганду, и, соответственно, никак на нее не отреагировал. In the first lawsuit in which Scientology sued me
It went to trial in Los Angeles in 1984. Первый процесс, когда саентология, значит, подала на меня в суд, это суд начался в Лос-Анджелесе в 1984 году. And the judgment was in my favor. Я выиграл этот процесс, решение было в мою пользу. And Hubbard was declared a pathological liar. И этим решением Хаббард был провозглашен патологическим лжецом. And the court condemned Scientology's policy and practice of attacking its critics. И суд четко и ясно осудил саентологическую практику нападения на критиков секты. Hubbard called this practice fair game. Хаббард называл эту практику нападения на врагов секты честная игра. And this states that someone such as myself may be tricked, lied to, cheated, stolen from, sued, and destroyed. И он четко и ясно писал, что люди, которые подвергаются практике честной игры, на них можно подавать в суд, им можно лгать, их можно лишать собственности, то есть отбирать у них собственность, прерывать у них собственность, я поясняю, и в конечном итоге их можно уничтожать физически. The organization claims that this policy has been changed, but it has not. Секта утверждает, что якобы сейчас это изменилось, но это нет, все продолжается то же самое. When this was happening to me, and it still goes on, but in the early days, I was very much alone. Когда это все со мной происходило, это все продолжается, но тогда, в те годы, я, в общем, был совсем один. Now, however, there are thousands and thousands of people, such as yourself, around the world who know about Scientology and to a great degree hold it in check. Но сейчас все-таки уже есть многие тысячи людей, в том числе и вы, люди по всему миру, которые знают, что такое саентология, и которые ставят заграду перед ее распространением. Through this judgment against Hubbard and against Scientology, however, did not slow them down at all. Вот это вот решение этого процесса, которое я выиграл, решение против Хаббарда, против саентологии, совсем не притормозило секту. So they continued to attack me. Они продолжали на меня нападать. And they continued to attack my attorney. Они продолжали нападать на моего адвоката. And ultimately, they were able to get my attorney so desperate to have the attacks on him end that essentially he became an agent for Scientology. В конце концов, они просто настолько довели его до такого состояния, что он готов был любой ценой прекратить эти нападки на него, то есть продолжающую войну саентологии против него. И фактически он стал агентом саентологии. Из страха, чтобы только они перестали его преследовать. So through that compromise and through manipulation and aggressive actions in court, they were able to obtain a series of judgments against me that I am still subject to. И через этот шантаж, через нападки, через войну и через давление на суд, в конце концов, им удалось получить выгодное для них судебное решение против меня, и до сих пор это решение остается в силе. And the judgment prohibits me from even saying the word Scientology. Согласно этому решению, я даже не имею права произносить публично слово саентология. Or saying one word about my now 44 years of Scientology-related experiences. И даже одного слова говорить, а теперь вот уже 44 года моего времени в саентологии и потом борьбы против саентологии. So, and this is on penalty of $50,000 per utterance. И в случае, если я это нарушаю, за каждое произнесенное слово, связанное с саентологией, я должен заплатить $50,000. So according to Scientology and according to U.S. court, this talk to you
costs me $50,000. И, то есть, согласно сайентологии, согласно решению американского суда, вот это вот мое общение с вами стоит $50,000. Thank you for that. Благодарю вас. But I should also say Но я должен добавить, that this judgment also concerns anyone who acts in concert with me. но я должен добавить, что это решение также оно распространяется на любого человека, который действует в согласии со мной. So, the people who invited me here and facilitated my being able to talk, the person who put up the microphone. Да, так что вот, те люди, которые меня сюда пригласили, те, которые все это устроили, даже человек, который настроил микрофон. $50,000 each. Так что с каждого по 50,000. But that's not all. Но это еще не все. There are jail sentences for me in California. А в Калифорнии я приговорен к тюремному заключению. So they weren't satisfied with $50,000 per utterance. Их не удовлетворило $50,000 за каждое произнесенное мной слово о сайентологии. There are also fines and jail sentences. Так что еще есть дополнительные штрафы и тюремное заключение. And this is not for defaming Scientology or saying anything that's untrue. Это не за то, что я что-то неправду говорю о сайентологии. It is for telling the truth about Scientology, about my experiences and knowledge. За то, что я рассказываю истину, правду о сайентологии, о том, что я там пережил, о том, что я знаю из первых рук. These same orders permit virtually every Scientologist to say whatever they want about me or do whatever they want to me, and I cannot respond. Согласно тому же судебному решению, любой саентолог может предпринимать, говорить все, что он хочет про меня, любую грязь на меня выливать. Я не имею права даже ему возразить. Защитить себя не имею права. So I cannot talk about not only Scientology and not only L. Ron Hubbard, but every Scientology organization or every affiliated entity and all of their officers, directors, employees. Так что я не могу говорить не только о саентологии Рони Хаббарда, я не могу говорить ни о какой саентологической организации, их сотрудников, ни о чем, ни о одной связанной саентологии организации или ее сотрудниках. And all of their agents, и агентов, которых они нанимают, lawyers, адвокатов, юристов, которых они нанимают, and even volunteers. И даже добровольцев, которые работают в этих организациях. And all of those people, all of those entities can say whatever they want with impunity. И каждый из этих перечисленных людей, каждая из этих перечисленных организаций могут про меня говорить все, что хотят, абсолютно без какого-либо наказания. In that Scientology calls itself a religion, and in America is considered by the federal government a religion. Нужно, поскольку саентология себя называет религией, и федеральное правительство Соединенных Штатов считает саентологией религией, она признанная религия в Соединенных Штатах. So this is equivalent in law with penalizing someone $50,000, fining them, and sending them to jail for saying the name of God. Так что юридически, с юридической точки зрения, это было бы то же самое, поскольку там и христианские церкви тоже признаны религией. Это вот как если бы кого-то штрафовали на $50,000 и сажали бы в тюрьму за то, что человек говорил слово Бог. For saying the name Jesus Christ. За то, что человек говорил бы слово Иисус Христос. Or mentioning a person's experiences or knowledge in or about Christianity. Или если человек рассказывал о том, что он знает там, о христианской церкви. Such an order, such a judgment
is absolutely impossible. Такое судебное решение абсолютно невозможно. And it is because I know that this is unlawful in virtually every country in the world, even in the United States. Я знаю, что это абсолютно незаконное решение практически в любой стране в мире, и даже в самих Соединенных Штатах. So I feel very confident and I feel justified in speaking and breaking that judgment, violating that judgment at any time. Поэтому я чувствую вполне себя уверенным, и я думаю, я делаю правильное дело, что я не соблюдаю этого решения и всякий раз его нарушаю. A lawyer has just validated me there. Вот юрист только что меня поддержал. And I'm sure that he understands what I'm saying and the ridiculousness of these judgments as well. И я вполне верю, что он понимает все, что я говорю, и абсолютную абсурдность этого решения. Scientology positions itself as the great defender and promoter of human rights. Саентология себя позиционирует как великий защитник прав человека и как такой борец за права человека. But every one of those people who are calling themselves human rights defenders and promoters are shown just by what happened to me, just by the judgments against me, that they are all, by contract and by court order, violators of basic human rights. На самом деле, все эти люди, которые говорят, что они защищают права человека, если они в данном случае поддерживают это решение, то по контракту и по всем правилам они нарушители прав человека. And Scientology has an organization that they call Youth for Human Rights International. В Саентологии, например, есть организация, которую называют Международная молодежь за права человека. They also operate here in Russia. Они тоже действуют в России. But each one of these people is actually involved and is actually violating human rights. Каждый из этих людей также вовлечен и также является нарушителем прав человека. Youth for Human Rights has made videos of the 30 articles of the Universal Declaration of Human Rights, which was passed by the United Nations in 1948. Организация Международной молодежи за права человека сделала видеоклипы по каждому из 30 параграфов Международной декларации прав человека, которая в 1948 году была принята Организацией Объединенных Наций. But Scientology and all of those Scientologists are in violation on a daily basis of the majority of those articles. Но саентология и саентологи, они ежедневно нарушают большинство из этих 30 параграфов. So there's so much more that I can say about Scientology's human rights fraud. Я намного больше могу сказать о нарушениях прав человека в саентологии, о лжи саентологии относительно прав человека. And as you encounter Scientologists and as you encounter other cults, you will also be faced with their claims of being human rights defenders and promoters. Вы, когда будете сталкиваться с саентологией, с другими сектами, вы можете сталкиваться и с их утверждениями, что они якобы защитники и продвигатели, так сказать, прав человека. But you can be assured that it is human rights fraud. And I urge you, please use my case, use this example. If I have suffered, it's for that purpose, because it shows that Scientology is a fraud, and fight for human rights, absolutely, but do not be defrauded by people who use human rights against you. Так что, пожалуйста, когда вы будете сталкиваться с этими утверждениями,
помните, что это ложь, и когда вы говорите с ними, пожалуйста, используйте мой пример, ссылайтесь на него. И если я все вот эти вот годы прожил ради этого, ради того, чтобы стать таким примером, то тогда, собственно, в этом, наверное, и цель всего, что я делаю. I don't know if this is the time for questions or not, but throughout these days, I hope that you will all ask me as many questions as you want. Я не знаю, времени ли сейчас уже задавать вопросы, но я надеюсь, что в течение этих дней, что мы будем вместе, вы сможете, каждый из вас может задать все те вопросы, которые вы хотите. I enjoy answering questions more than I enjoy just speaking like this. Мне гораздо больше нравится отвечать на вопросы, чем вот так вот говорить. But nevertheless, I have enjoyed speaking to you all very much. Но тем не менее, для меня это тоже большая радость со всеми вами говорить. And thank you for listening. И спасибо большое за то, что вы меня выслушали.